Привет, привет и здравствуйте, мои любимые и дорогие друзья. Это видео для вас на тему «Как защититься от духов». Духи бывают разные, и мы знаем, что сейчас особо активны духи. И я хочу посмотреть, от каких духов вам следует защититься, и эта свеча заговорена на именно очищение от духов. Итак, мы посмотрим, что это за духи и как они могут проявиться, как их распознать и как от них защититься. Я для вас разложу две колоды, чтобы их распознать, и тоже свеча сразу очистит от негатива. Итак, это Таро, и это Таро именно вот эти карты, вот эти. Это чтобы увидеть, какие энергии невидимые рядом с вами. Дело все в том, что мир есть видимый и мир есть невидимый. Невидимый мир мы ощущаем, мы чувствуем его, мы знаем, что он есть. И этот мир сильнее, чем видимый, потому что вещи могут твориться, а мы не знать даже, да? Поэтому на картах виднее всего. Карты это ведь невидимый мир, да, который здесь может проявляться. И вы можете получить подсказку и помощь. Итак, вначале на оракуле невидимого мира, духов, мир духов. Что вам скажут эти карты? Как распознать невидимых духов? Вы можете почувствовать, может быть, сейчас, в то время, когда вы смотрите, облегчение обязательно, потому что все мои расклады на всех каналах, они заговорены на счастье и очищение. Если вы сейчас, например, теряете энергию, или же устаете на работе, или устаете, когда общаетесь с близкими, или же себя неважно чувствуете, что-то вот такое происходит в вашей жизни, это, конечно, нужно обращаться к врачу лечащему, но иногда это влияние тоже невидимого мира, и это альтернативная или же комплементарная такая помощь, да, она не заменяет врача, но она комплементарная, она тоже есть, имеет место быть. Итак, две карты двух духов невидимого мира. Я буду вообще рассматривать с двух сторон. Я сейчас эту коробочку заберу с вашего разрешения, потому что вам виднее будет, что есть справа у вас на экране и слева по карте. Вы можете чувствовать вот себя, да, и загадать именно две ситуации, например, самочувствие и финансы. Отношения, семья. Вот что вы загадаете, то будет и сказано для вас. Не сомневайтесь, все, что нужно, проявится, и вы получите помощь. Итак, что это за невидимый дух, который вам помогает или мешает? Бывает так, нам кажется, что дух мешает, а он на самом деле помогает. И карты показывают всегда правду. Итак, слева, что это за дух, помогает или мешает? Дух приходит ночью, когда вы отдыхаете или когда вы наедине с собой. Нам всем нужно быть наедине с собой, даже если вы живете с любимым человеком. Жизни с любимым это не значит полностью раствориться в друг друге. В любом случае вам нужно найти время для себя. И в то время, когда вы сами с собой, ночами, вечерами, приходит этот дух. Он входит в ваше пространство, и этот дух, он может быть двоякий, потому что здесь намек на вот этого волка. Ну, волк и собака, да, то есть он может быть как дружелюбный, так и нет. И здесь на карте написано «зов ночи», то есть вы, в принципе, его вызываете иногда сами своими мыслями. Если у вас мысли позитивные, дух позитивный приходит. Если мысли негативные, дух может негативный прийти. Будьте внимательны, каким мыслям вы доверяете. Мысли контролировать нельзя, они вот идут как лента в кино. И вы выбираете, это я верю, это я не верю, да. Дальше написано, что этот дух очень смелый. Это дух смелости. Иногда он приходит к вам, если, например, вы не можете принять какое-то решение, потому что вы не смело к себе относитесь. Это дух приключения. Иногда вы чувствуете, ваша жизнь такая, знаете, какая-то скучная, неинтересная. Вам нужен дух приключения, это дух приключения и дух возбуждения. Вот когда ночью приходит дух возбуждения, это очень вредно для здоровья. И этот мой расклад, он успокоит этот дух. Я еще возьму карты Таро, чтобы они показали больше правды, еще более глубоко открыли. Итак, смотрите, шестерка пентаклей.
Если вы успокоитесь и не будете возбуждаться вместе с этим духом, этот дух может вам дать финансы. Вот даже негативный дух может дать финансы. Но если вы будете возбуждаться, этот дух может забрать финансы. То есть вы чувствуете вечером, приходит какой-то дух. Дух — это ощущение себя, да, потому что они на тонком плане приходят. И если вы скажете: я не буду возбуждать свою нервную систему, но можно посмотреть одно из моих видео, успокоиться, у вас сразу будет такое ощущение, что я спокойна. И сразу этот дух, даже если он негативный, он может дать вам прорыв в финансах и в работе. Что еще может дать этот дух? Это карта Повешенный, старший аркан, очень хорошая карта. Вы знаете, это медленный дух, неторопливый. Он может дать вам как финансы, так и правильное решение. Когда вы в присутствии этого духа подумаете о том, что вы хотите для себя, да, какое-то решение, например, важное вам нужно принять, этот дух может вам помочь. Он может вас натолкнуть на правильную мысль. Так что вот этот дух ночи, он неплохой. Даже если иногда он вас пугает. Как он может пугать? Такое чувство, что шаги рядом, или же дышит кто-то рядом, да? Вот такое чувство может быть, или же энергетика как-то как живая, да? Знаете, что-то вот такой дух ночи, и он не плохой, не хороший, он как бы нейтральный, и он впитывает вашу энергетику и работает с вами. Этот дух может дать вам как финансы, так и правильное принятие решений, там, о любви, о продажах, куплях. В общем, он поможет вам наедине с собой выработать правильную стратегию для будущего. Это дух ночи, да. И здесь смотрите, кот, собака. Если у вас домашнее животное, этот дух может вселяться в домашнее животное, но только на одну ночь. Он не может вселяться там навсегда, да. Так что не пугайтесь этого. Он вселяется на одну ночь, чтобы вам помочь, с вами время провести, чтобы быть вам компаньоном на это время. И когда вы думаете, вы сами проводите время, на самом деле дух вот этот с вами, он может вселиться или в ваше пространство в доме, или в ваших домашних животных, если они у вас есть. Если нет домашних животных, он может вселиться в вещи ваши, то, что вокруг вас. И таким образом он очень нежно, мягко помогает вам ночью. Это неплохой дух, как я сказала, он очень даже хороший. Ну вот так, дорогие мои, видите, время духов сейчас, но я вижу, что этот дух хороший. Смотрим второй дух, интересно, что это. Ой, смотрите, какой интересный дух, а это вообще дух веры. Вот видите, эти карты, кто-то написал мне, меня пугают эти карты. Нет, эти карты, они защищают от негатива, они убирают страхи, и в них очень много тоже очень хороших карт. Вот эта карта называется вера, это дух веры. Иногда мы теряем веру в жизнь, в себя, когда все идет плохо, и вот тогда приходит дух веры. Это дух веры. Смотрите, какая здесь красота. Да, это дух веры. Это очень мощный дух. Он приходит к вам, чтобы вы верили в себя. Я сделаю фотографию и прикреплю в конце, чтобы вы посмотрели на эту фотографию, потому что очень красивые просто карты, да. Но карты тоже обладают магическим действием, они как иконы в церкви. И вот здесь этот дух говорит, смотри, дух от сердца, да, ключ от сердца. Он говорит, у тебя есть проблема, что у тебя нет ключа от своего же сердца. Ты часто действуешь так, как другим выгодно и полезно. Показываю дверь в сердце. Такой важный дух, и он говорит confidence. Confidence – это уверенность в себе. Этот дух дает уверенность в себе. Смотрите, какие духи, да, кажется, время духа и все такое, там многие пугалки делают, но это какие духи классные вышли. Тоже приносит деньги. Посмотрите, это десятка пентаклей, это карта больших денег. Поверь, faith – это вера, поверь в то, что ты можешь очень хорошо заработать. Поверь в это, и ты заработаешь очень хорошо. Это может быть или наследство, это может быть какие-то продажи недвижимости, купля, может быть, ипотека. Это какие-то очень большие деньги, которые вас ожидают. Дух говорит, что деньги будут, не бойся бедности. Не будет бедности. Десятка жезлов. Вот десятка пентаклей, она всегда приходит вместе с десяткой жезлов. Знаете почему? Потому что десятка жезлов – это много интересной работы, это много бытовых забот, приятных забот, да, которые улучшают качество вашего быта.
И это приводит к благополучию, к самоощущению свободы и радости. Радости в своем пространстве, в своем собственном пространстве. Потому что десятка жезлов, если правильно понимается, если десятка жезлов понимается как, да, мне нужно организовать свой быт, это много интересной работы. Вот как знаете, что такое десятка жезлов вместе с десяткой пентаклей? Это когда подготовленный праздник. Вот этот дух, он ключ от сердца открывает, говорит, ключ у тебя. Потому что уютная, приятная жизнь, к ней нужно готовиться, ее нужно самому создавать. Это вот десятка жезлов вместе с десяткой пентаклей, это подготовленный праздник, и тогда вы будете иметь праздник, потому что может быть праздник неподготовленный, его просто нет. Это когда много денег, много сил, это возврат силы. Вот смотрите, кажется время духов, кажется такое время, когда даже негативные духи очень активны. Но здесь я вижу, что вы получаете заряд энергии. Вы получаете помощь от двух замечательных духов. Дух веры говорит, что верь, что у тебя будет все хорошо, и у тебя хорошо будет. То есть я вам рассказывала не раз легенды о том, что будущее поле вероятности, во что мы верим, к тому мы идем. Будущее нам показывает варианты судьбы, и мы выбираем, какой дорожкой идти. В своем мире мы можем идти по той же самой туда-назад, да, это грабли те же самые, или можем исследовать другие дорожки жизни. И здесь дух денег говорит, что у вас будут деньги, у вас будет роскошный быт, у вас будет благоустроенность. Это все будет. Ну, написано, понимаете? То есть дух веры, и он нужен вам тогда, когда вы теряете веру. Нет веры, я не верю, что вот так и так, да. Тогда приходит дух веры. Кстати, это видео можно пересматривать в любое время, когда вы теряете веру. И это видео даст вам веру в себя, в лучшее завтра, ободрит вас. И особенно вечером хорошо смотреть, да, ну и утром тоже. Вера в любое время. Это такой огонь внутренней веры, уверенности, смелости, confidence, уверенности. Вот такой расклад. И я очищаю ваше пространство этой магической свечой. Эти карты показывают вам, какие духи будут активированы в это сложное время, когда негативных духов полно кругом, но у вас будут активированы вот эти два духа помощи вам. Так что я просто в восторге от этого всего. Правда же, очень хорошо получилось. Просматривайте это видео, когда вам нужен возврат своей силы, потому что сила к вам вернется 100%. Наверняка полностью сила вернется, восстановится финансовый поток. Или это удачные покупки, удачное что-то, что-то очень удачно с деньгами, или зарплата у вас лучше, или кто-то из любимых лучше будет зарабатывать. Потом вот в присутствии этого духа ночи вы сможете принимать правильные решения, потому что дух ночи, вот этот очень добрый дух, оба, кстати, добрых духа, будет наталкивать вас, подталкивать к правильному решению, и денег хватит на всех членов семьи. Это очень хорошая карта, очень хороший расклад. Так что доверяем, конечно, раскладу, потому что карты — это разговор с тем, чего не видно. А то, что не видно, оно огромное влияние. Вообще оттуда начинается все то, что видно, да. Потому что не может проявиться то, чего нет. Понимаете? Так что вот оттуда все идет. Я вас люблю, обожаю. Медвежьи обнимашки всем из медвежьей лесной страны, откуда я для вас делаю видео. И смотрите тогда, когда вы смотрите, тогда и актуально. Будем видеться. Пока-пока, мои дорогие.